Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 22 августа, вторник. И сегодня у нас достаточно такие позитивные, я бы сказал, духоподъемные новости. Начнем с главного и неожиданного. Одно из изданий американских, которое освещает деятельность Пентагона, обращает внимание на то, что флагманский авианосец ВМС США USS Джеральд Форд вместе с кораблями и, видимо, подводными лодками сопровождения начал операции в Средиземном море. И это вызывает, по мнению издания, стратегические вопросы о намерениях Соединенных Штатов в этом регионе. Но этот регион, прежде всего, в последнее время, вы понимаете, привлекает особое внимание в связи с тем, что совсем рядом Черное море со всеми вытекающими последствиями. В издании отмечается, что политика Соединенных Штатов по-прежнему состоит в том, чтобы не втянуться в Третью мировую войну между Рашей, между Соединенными Штатами, в частности, и НАТО в целом. И в то же время, сказав эту дежурную фразу и поставив на этом точку, издание обращает внимание на следующие обстоятельства. Вот флагманского авианосца Джеральд Форд, а это, я вам напомню, новейший авианосец. Сейчас группой их будут строить целую серию, которая должна заменить авианосцы Enterprise и Nimitz. Он самый большой в мире, вроде бы на 30% больше, чем предыдущие. Чудо техники. Он спущен, вернее, не спущен, был взят на вооружение или приступил к несению дежурств в военно-морских силах в 2017 году. Так вот, он введен на фоне следующих событий. Первое – это, естественно, агрессия России против Украины. Это непрекращающаяся болтовня из Москвы о возможности применения тактического ядерного оружия. Это удары российских оккупантов по украинским портам на южном побережье, Черноморском побережье Украины. Это, наконец, развал зернового соглашения по инициативе Российской Федерации. И вот все это в сумме и составляет тот фон, на котором было принято решение о введении этой ударной группировки в Средиземное море. Издание отмечает, что дислокация или локация этой группировки находится на расстоянии всего от 500 до 600 миль от центра Черного моря. И если с борта этого авианосца подымутся F-16 и особенно F-35, то они смогут долететь, в принципе, даже без заправки, до Черного моря. А если с дозаправкой, то они смогут подлететь и в воздушное пространство Украины, во всяком случае, к северной части Черного моря, где российская военщина, проводит свои боевые действия. Причем интересно, что отмечается, что если и будут необходимы дозаправки в воздухе, то это, скорее всего, будет осуществлять ВВС Турции. То есть, как я понимаю, перед введением этой группировки в Средиземное море был рассмотрен вопрос о возможности осуществления операции по взлету базирующихся на авианосце самолетов, их вылеты в сторону Черного моря, и, видимо, был обсужден вопрос с Турцией по этому поводу, и получено согласие, потому что издание особо отмечает, что участие Турции в этих операциях послужит еще одним признаком единства НАТО перед вызовами, угрозами, которые вот сейчас возникают в этом регионе. В связи с чем они возникли, мы прекрасно знаем. Большой вопрос во всей этой истории – это, конечно, развал зерновой сделки по инициативе Москвы. Ситуация, в принципе, такая. Как вы знаете, с начала войны, с начала российской агрессии, Турция закрыла проход для воюющих сторон
имеется в виду для России и Украины, но для Украины это не имеет никакого значения, потому что у нее нет флота, который бы проходил, которому надо было бы проходить через проливы. Чего не скажешь о Российской Федерации. Что касается Соединенных Штатов, Великобритании, Турция не запрещала им проход через проливы. Турция лишь просила Соединенные Штаты Америки о том, чтобы они не загоняли ее в угол. Это вот такую формулировку я читал в других статьях по этому поводу. То есть речь идет о том, как я могу расшифровать вот эту фразу, что Соединенные Штаты, в принципе, ставили вопрос о возможности в случае необходимости введения своих кораблей через проливы в Черное море. И Турция единственная просила не загонять ее в угол, что подразумевает, что, в принципе, если Соединенные Штаты сильно надавят, то Турции некуда будет деваться. Для того, чтобы это не произошло, Эрдоган пообещал Байдену, что он приложит все усилия для того, чтобы оживить и вернуть обратно зерновую сделку. Что он сейчас и делает, так или иначе, правда, различные его ходы вызывают различную трактовку, но вот фундаментальная основа – это та, которую я вам рассказываю. И, в принципе, вот в этом издании, статья, о которой я сейчас говорю, недвусмысленно намекается, что ударная группировка Джеральд Форд может, в принципе, использоваться для обеспечения, если Раша не будет уговорена Эрдоганом, то тогда, возможно, другие варианты. И, в принципе, эта ударная группировка вполне может обеспечить безопасный проход судов, груженных украинским зерном из украинских портов через Черное море, в Средиземное там и так далее. И для этого, собственно говоря, немного надо. Достаточно только поднять пару эскадрилей F-35, может быть, немножко придать к ним F-16. Вот, собственно говоря, и все. Потому что это никоим образом не послужит враждебными, не должно восприниматься как реальное враждебное действие против кого-либо. Это будет акция в защиту множества стран, которые обречены, как говорит, вот недавно Пентагон заявлял, обречены на голод в связи с враждебными действиями Российской Федерации. Ну и будет вполне мирная инициатива. Конечно, вряд ли на это может быть достигнут консенсус в Совете Безопасности ООН, вряд ли даст санкцию на такую операцию, но в рамках НАТО можно создать было бы особый форум НАТО плюс еще какая-то группа стран, представителей того же самого глобального юга, которым позарез нужно украинское зерно, которые могли бы собраться вместе, вот типа как недавно в Джиде собирались, только в другом месте, и принять решение о том, что необходимо украинское зерно, альтернативы нет. Для этого нужно обеспечить его защиту. И не обязательно указывать, что это должна быть защита от враждебных действий ВМС Российской Федерации. Просто от возможных враждебных действий третьей стороны. Можно ее так и назвать. По этому поводу было заявление Пентагона, о котором, которое приводится в этой статье. В частности, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что хотя у Соединенных Штатов нет сейчас боевых кораблей в Черном море, но Пентагон четко указал, что торговля в этом регионе важна. И важен, в частности, экспорт украинского зерна. Министерство обороны, по словам Сингх, призывает Россию вернуться к зерновому соглашению и прекратить морить голодом другие страны. Ну и что еще можно сказать по этому поводу? Вот последний абзац очень интересен. Присутствие авианосца «Форд» вблизи, в Средиземном море, неподалеку от Греции, позволяет американским силам, внимание, защитить южное побережье Украины вдоль Черного моря. Кроме того, американские силы и средства могут поддержать любое нападение, вернее, не нападение, бы перевел, любую атаку Украину на Крым, вернее, на войска оккупантов, временно
расположенное, дислоцированное в Крыму. Какая фраза? Я такого еще никогда не читал в американской печати, в американских СМИ, которые освещают деятельность Пентагона. Как бы маловероятно или многовероятно это ни было, миссии сдерживания, демонстрации силы имеют существенное значение и последствия. Поскольку, помимо прочего, присутствие авианосца «Форд» может заставить Россию приостановить какие-то враждебные действия, особо враждебные планы, если Путин задумает предпринять тактическую ядерную атаку или более агрессивный подход к Южной Украине со стороны океана. То есть, помимо всего прочего, стратегическая цель развертывания этой ударной группировки – это вот фактически ответ. То есть его поставили на счетчик, если можно сказать, Путина. Это ответ на всю эту болтовню из Москвы о возможности применения тактического ядерного оружия. И, наконец-то, то есть, я бы сказал так, я помню, когда Насер в Египте национализировал Суэцкий канал, по-моему, это было в 1956 году, и британцы вместе с французами собирались совершить десантную операцию для того, чтобы вернуть его опять под свой контроль. В это время последовало заявление из Москвы Никиты Хрущева, который высказался в том смысле, что «а что бы сказали эти ядерные державы, имея в виду Великобританию и Францию, если бы другая ядерная держава применила все возможные силы в своем распоряжении для того, чтобы, значит, решение египетского правительства осталось в силе». Кстати, американцы тогда, они были против возможной высадки британцев и французов, участия их в этой операции. То есть американцы держали нейтралитет. И что вы думаете, в течение 24 часов и британцы, и французы отменили всю эту операцию, все это закончилось. Так вот, считаю, что наконец-то от слов, от выражения глубокой озабоченности американцы переходят к делу. То есть для начала это серьезный ход, это шаг, сказал бы я так. Потому как вот эта группировка, она вполне достаточна. Там же крейсер, фрегаты, эсминцы, подводные лодки. То есть одной этой группировки достаточно, чтобы стереть с лица земли все вооруженные силы Российской Федерации, которые действуют на территории Украины и вокруг нее. В связи с... И их действия, если они будут осуществляться, то они будут осуществляться с этой группировкой, то есть со Средиземного моря, будут поддержаны на восточном фланге НАТО, в частности в Польше, Балтике, затем в Финляндии, то есть на всем протяженности западной границы Российской Федерации. Это сильный ход конем, браво, наконец-то. Еще одна интересная информация тоже от издания, которое освещает деятельность Пентагона, это полусенсация. Речь идет не больше, не меньше, как о планах Кубы послать свой спецназ в Беларусь. То есть авторы статьи, когда они об этом говорят, они не скрывают, что это может вызвать переполох. Но источники следующие, откуда растут ноги этой статьи. Где-то неделю назад, в начале прошлой недели, в Соединенных Штатах проходила конференция, связанная с прошлыми войнами, в которых участвовали Соединенные Штаты Америки. И там были представлены как американские военные корреспонденты, так и кубинские иммигранты, проживающие во Флориде. И в частности, их так называемый демократическое управление Кубы. То есть это мигрантская организация, базирующаяся в Майами. И вот представитель этого мигрантского движения, пресс-секретарь объявил, что буквально неделю назад между Белоруссией и кубинским правительством было подписано соглашение, согласно которому спецназ Кубы прибудет в Беларусь. Каких-либо других подтверждений прямых этому сообщению пока нет. Но
Авторы статьи обратили внимание вот на европейский, то есть в американской статье в печати вообще ничего нет, а в европейском, на европейском сайте Euro S Euro была статья еще в мае 23 года, в котором сообщалось о том, что, причем со ссылкой на Белта, Белорусское информационное агентство, о том, что начальник департамента международного военного сотрудничества, замминистра обороны Беларуси Ревенко встретился с военным военно-морским военно-воздушным атташе при посольстве Кубы в России, а также в Белоруссии. Он один и тот же. Полковник Гомес и стороны объявили вопрос укрепления взаимовыгодных партнерских отношений между двумя министерствами. Сообщается, что это было первое заявление, первый контакт, первое заявление такого рода с марта прошлого года, когда Патрушев съездил на Кубу и договорился о активизации военных отношений между двумя странами. Подобная встреча дала понять, что сотрудничество Москвы и Гаваны, а теперь и Минска, плюс то сотрудничество, которое давно существует в Беларуси с Китаем, открыто направлено на репрессивную сферу. А это говорится вот в издании Пентагона. Ну, что известно по поводу спецназа? Это одна бригада, мобильная бригада, как они называют, La Brigada Móvil de Tropas Especiales, или воинская часть 4895 по прозвищу Las Avispas Negras, черные осы. Ну и в целом эти черные осы и вообще вооруженные силы Кубы 16 лет, если я не ошибаюсь, 16 лет во времена еще Советского Союза, до 1991 года воевали в Анголе на стороне марксистского правительства, ну и, говорят, эффективно воевали. Эффективно, неэффективно, но войну выиграть марксистскому правительству они так и не помогли, а с развалом Советского Союза они ушли восвояси. То есть следим, господа, внимательно за развитием этих событий, потому что если кубинцы опять появятся, это будет иметь глубокое символическое значение. То есть это значит, что Москва опять будет использовать Гавану, как раньше в Африке, так теперь она будет использовать ее в Беларусь. Ну и, естественно, против кого это может быть направлено, естественно, против Украины. То есть это будет важнейшая эскалация. И я думаю, что вот именно, может быть, для таких целей, для сдерживания подобных поползновений отчасти и была развернута ударная группировка USS Ford в Средиземном море. Теперь несколько сообщений в области информационной войны. Вы, наверное, это заметили. И я тоже, я размышляю днями уже пару недель, наверное, с тех пор, когда в западных СМИ начали появляться то ли панические, то ли негативные сообщения по поводу тех военных действий, успехов, неуспехов, которые происходят сейчас в Украине. И вы знаете, я пришел вот к какому выводу. То есть движения особого нет. Такого, чтобы кавалерийская атака или танковая атака, в ходе которой там один фронт смещается на десятки километров в одну сторону или в другую сторону. То есть очевидного развития нет. Журналисты, которые должны западные писать об этом, они не понимают, что происходит. Они готовились к другому. Они готовились к той войне, которую американцы провели против режима Саддама Хусейна. Это мобильная общевойсковая операция, молниеносная, с участием всех сил. Но произошло неожиданно. Неожиданность заключалась в том, что то, что планировалось и что считалось, всегда говорят, генералы готовятся к прошлым войнам, готовились к этой войне, как против Саддама Хусейна, но произошло большое изменение. Тогда не было у Саддама Хусейна спутников, раз, не было дронов, два, поэтому у него не было таких разведывательных возможностей. Ну и у американцев они были спутники, но не было дронов, тоже так. Возможности были меньше, чем сейчас. А сейчас разведка при помощи, то есть электронная разведка при помощи спутников и дронов, она глобальная. И вот эта разведка делает
по мнению некоторых американских аналитиков, мнение которых я очень уважаю, она лишает современную войну вот в Украине важнейшего компонента – внезапности. Сейчас внезапность практически считается невозможной. Причем к этому выводу американские аналитики начинают приходить буквально последний месяц. С наличием вот этих всех дронов и спутников стратегическая внезапность практически невозможна. А раз она невозможна, оказывается, силы примерно равные, то происходит статическая война, примерно как в Первую мировую войну. Даже не Вторую, потому что Вторую мировую войну там были мобильные танковые колонны, прорыва Гудериана, Манштейна. Сейчас всего этого нет. Ну и вот получается, что журналисты, значительная часть их не понимает, что происходит, и это получается такая вещь, что одно и то же издание сегодня может написать, ну, возьмем пример Нью-Йорк Таймс, сегодня может написать статью, опубликовать статью, которая ужасно не понравится украинцам, но завтра она же опубликует статью, которая будет, ну, просто воспевать подвиги воинов в ВСУ и будет очень комплиментарно в адрес ВСУ и Украине в целом. Ну, а что касается аналитиков, аналитики, вот я заметил, в последнее время среди негатива выделяются эти те же самые аналитики, которые говорили негатив еще 2 месяца назад, 3 месяца назад. Но тогда на них меньше обращали внимания, потому что ждали чуда на поле боя. А теперь они же более часто появляются в западных СМИ, и поэтому их больше, то есть их не стало больше по количеству этих аналитиков, их стали больше допускать к эфиру. И поэтому больше появилось вот этого негатива. Давайте разберемся, что же на самом деле происходит на поле боя. Итак, произошла смена стратегии. Вместо штурма в лоб на узком участке фронта или небольшом участке фронта, значит, произошло другое. От этого отказались. ВСУ, как и предполагалось, быстро начали приспосабливаться к новой ситуации. Причем, повторяю, эта ситуация была неожиданной не только для ВСУ, она была неожиданной и для значительной части, видимо, западного генералитета. Так вот, значит, украинцы приступили к новой фазе контрнаступления, которая состояла в том, чтобы уничтожать артиллерию противника. А артиллерия – это королева войны. По традиции это было главное в стратегии советской армии, по наследству российской армии. Ну и вы сами знаете, какую роль она играла с начала российской агрессии. Номер 1. То есть важнее, чем артиллерия, нет ничего. Потом где-то отдаленно следуют дроны, потом опять-таки отдаленно следуют бронетанковые силы, и потом где-то там вырисовывается авиация, так сказать, далеко на заднем фланге, то есть на заднем плане. В ходе этой новой формы контрнаступления, которые сейчас проводит ВСУ, решается 3 задачи. Первое. ВСУ уничтожает артиллерию противника. Во-вторых, уничтожаются склады, логистика, которые помогают этой артиллерии работать. В-третьих, уничтожаются средства радиоэлектронной борьбы, РЭП, и контрбатарейные радары. То есть уничтожается и артиллерия, и все то, что помогает ей работать. Значит, из этого следует, что переход Украины к этой тактике, а это не блицкриг, это не тактика блицкрига, то есть он означает, что вся кампания перешла от надежд на быстрый прорыв и достижение победы или решающих результатов в течение недель, она перешла к этапу, когда достижение результата может занять месяцы, а не недели. Они перешли к плану, то есть ВСУ, перешли к плану уничтожения российской артиллерии, поскольку только так, по их мнению, можно создать условия для последующего значительного наступления. То есть Украина пытается уничтожить способность русских защищаться. И после того, как они будут лишены
возможности защищаться путем подавления их артиллерии, вот тогда можно и наступать, и двинуть в ход бронетехнику и пехоту. Поэтому в течение вот этого времени подготовки, уничтожения способности России защищаться, сохраняется статическая картина, в основном на поле боя. Движухи, так называемой, особо нет, и поэтому журналисты, которые не понимают, что происходит, начинают, а вместе с ними отрицательно настроенные к Украине политики и аналитики, начинают трындеть о том, что шеф, все пропало. То есть, вот как пишут американские хорошие аналитики, украинскую кампанию многие неправильно поняли, вот то, которое сейчас происходит. Они не понимают, что это не неудача, это уничтожение способности российских вооруженных сил защищаться. Из-за того, что не поняли или по незнанию, или по злому умыслу. Ну и поэтому начали трындеть о неудачном контрнаступлении. На самом деле, сейчас я вам процитирую, что происходит. Вот американские аналитики собрали данные при помощи, сейчас же, слава богу, спасибо этой всей электронной разведке. Есть независимые, неправительственные организации, Орикс, по-моему, одна из них находится в Европе, где люди в интернете подсчитывают, что сбито и так далее, причем они подсчитывают только то, что визуально установлено. Так вот, если взять соотношение техники, систем вооружений, уничтоженных на линии соприкосновения Украины и Российской Федерации, то оно будет примерно 4,5 к 1 в пользу ВСУ. То есть на каждую сбитую единицу техники, будь то артиллерийская установка или танк, или БМП, на каждую сбитую украинской приходится где-то от 4 до 5 вражеских. Применительно, если взять разбивку по разным видам вооружения, то мы имеем следующую картину. Уничтожение артиллерии в течение буквально последнего месяца. На каждые 2 уничтоженные установки украинских приходится 7 уничтоженных российских. Соотношение 7 к 2 в пользу Украины. Потеря, тут называется vehicle, это не автомобили, это вот все, что движется. Видимо, сюда включаются и танки, и БМП, и другие там движущие, может быть, автомобили, действительно, бензовозы там и все такое. Так вот, значит, потеря колесной и гусеничной техники 7 к 3 в пользу ВСУ. Удары в глубину территории 7 к 4 в пользу Украины. Наконец, удары беспилотников 5 к 7 в пользу ВСУ. То есть это по большому счету, если все это суммировать, получается где-то от 4 до 5 к 1 в пользу ВСУ. То есть идет колоссальное уничтожение и преимущество в этой области вражеской боевой техники. Все это очень позитивно для Украины. С начала активной фазы Украина, как подсчитано американцами, освободила около 300 квадратных километров территории. Это идет сейчас медленно. Почему медленно? Потому что вот уничтожается эта техника, чтобы потом было легче, чтобы не было мясных штурмов. Подавляется огневая мощь вооруженных сил Мордора. В этой связи можно предположить, что если фаза артиллерийского уничтожения продолжит приносить желаемый эффект, то темпы освобождения территорий, временно оккупированных врагом, будут расти. И в этой связи предполагается, что в течение следующих 8 недель тенденция к увеличению освобожденных территорий ускорится в пользу Украины. Еще одно важное обстоятельство, в котором, собственно говоря, я начал эту историю. До 24 февраля предполагалось, что кампания будет быстротечная. Танки сначала предполагалось, что это мордоровские, орковские танки совершат чуть ли не блицкриг. Потом в подготовке к наступлению ВСУ, нынешнему наступлению ВСУ, предполагалось, что это комбинированные общевойсковые операции ВСУ с применением западной техники. Короче говоря, чуть ли не блицкриг. Так вот, что получилось?
что проявляется в ходе... То есть это новое слово в военном искусстве на наших глазах рождается. Лучше бы она, конечно, не рождалась, но что делать? Так вот, оказалось, что бронемашина, имеется в виду и БМП, и танки, она не доказала своей живучести. То есть она оказалась чрезвычайно уязвимой, причем с обеих сторон. И если дальше тенденция будет сохраняться, а тенденция такова, что беспилотный летательный аппарат, он является более эффективным, чем тот же самый танк. То есть дрон стоимостью там, 25 тысяч долларов уничтожает танк, который стоит, ну, грубо говоря, миллион и так далее. Вот эта тенденция, она свидетельствует о том, что времена года уже не имеет значения. Вы помните, до сих пор говорят, вот в ноябре месяце пойдут дожди, и все замрет. Так вот, учитывая эту тенденцию, может случиться, что ничего не замрет. Потому что движение бронетехники, оно как-то так сведено на нет. Эти танки, которых так добивались те же самые леопарды, по многочисленным сведениям, они используются сейчас как врытые гаубицы или врытые пушки. То есть совсем не как танки. Из этого следует, что война может продолжаться вне зависимости от сезона. И это, наверное, хорошо. Потому что если дело пойдет так, как сейчас, то ВСУ должны будут продолжать подавление огневой мощи врага и позднюю осень, и всю зиму, а там и весна, там и F-16, там будет уже другой разговор. Ну, и, тем не менее, и ожидаем в связи с тем, что вот здесь я вам зачитал, это мысль Филлипса О'Брайена, который читает, он профессор, он читает лекции в военном колледже Шотландии. Давно за ним слежу, очень толковый человек. И вы понимаете, в чем дело? Вот есть же масса так называемых аналитиков, которые вам расскажут. Вот сводка за вчерашний день, там группа такая-то вошла в эту деревню, группа такая-то вышла из этой деревни, там установлено 3 пулеметных гнезда, там уничтожено несколько этих самых. Но это все интересно, это полезно, это надо знать. Но вот этот человек, а таких мало, он осмысливает все происходящее на философском уровне. Понимаете? То есть это другой уровень совсем осмысления и восприятия. И когда ты понимаешь вот общую картину, тогда конкретная движуха там внизу где-то на поле боя, она становится более понятной. Короче говоря, мне нравится ход этой мысли. Мы на правильном пути. И свидетельством тому является сейчас, я вам говорил, что вот поперла волна вот эта мутная негатива. Шеф, все пропало, надо заканчивать эту войну, надо заканчивать помощь Украине, потому что все остановилось. Оказывается, ничего не остановилось. И это начинает понимать. То есть сейчас происходит как бы так движение в обратную сторону. Аналитики грамотные, а значит, хорошие, благоприятные для Украины, переходят в контрнаступление. И вот, в частности, Newsweek пишет, ссылаясь на Институт изучения войны, что российские передовые части, особенно на юге страны, где происходит наступление, все более сталкиваются с проблемой деморализации, проблемой снижения боевого духа после украинских ударов по своим тыловым районам. То есть своим, это имеется в виду, по районам орков. Это как раз вот то, о чем сказал О'Брайен. То есть вот эти все удары по уничтожению боевой поражающей мощи врага, они неизменно сопровождаются, как пишет Newsweek, деморализацией противника. А мы помним, часто это цитируют сейчас применительно к войне в Украине, цитируют мнение Наполеона, что моральный фактор относится к материальному, то есть мораль к оружию относится как 3 к 1. То есть тут решается сразу весь комплекс задач. И подавляется артиллерийская мощь противника, и происходит его деморализация. Такие удары ВСУ явно снижают моральный дух российских войск в Украине, и это может поставить под угрозу устойчивость всей линии обороны. Речь идет о том, что в этой ситуации удар, то есть
особо сильный удар и возникшая в результате него деморализация одной единицы, боевой единицы врага, ну, скажем, батальон, или даже рота, ну, как броненосец Потемкин, помните, с которого началась российская революция. Так и тут. Деморализация, паника в роте, в батальоне, она может привести к деморализации на значительном протяжении фронта, а это как раз то, что изначально планировалось совместно командованием ВСУ и союзниками из НАТО. То есть прорыв, пролом обороны врага на узком участке фронта, затем рассечение и затем охват в тылу налево, направо, вот и все. Получается общевойсковая мобильная операция. То есть, таким образом, новая тактика ВСУ, в конце концов, эта часть, она вписывается в часть изначального стратегического совместного плана ВСУ и НАТО. Это прорыв в одном месте для обрушения всей линии фронта. Нью-Йорк Таймс, который недавно, многим не нравилось, попубликовала там нехорошие статьи и так далее, теперь пишет: на линии фронта украинские командиры воодушевлены наступлением. Корреспонденты Нью-Йорк Таймс поговорили с командирами среднего и низшего звена. Вот правильно я говорил, что надо знать, кого пускать. Не надо пускать врага или дебила, который не понимает, что происходит. Не надо их пускать на поле боя. И, кстати, недавно появились сообщения о том, что в рамках ВСУ процесс допуска иностранных журналистов был поставлен под жесточайший контроль на самом высоком уровне. Теперь для этого нужно разрешение главкома Залужного. И вот видите, после этого все изменилось. Нью-Йорк Таймс пишет, что украинские командиры воодушевлены наступлением. Я вам дам несколько цитат, потому что лучше никто не скажет. Несмотря на тяжелые бои и большие потери, украинские командиры говорят, что их войска сейчас, внимание, находятся в лучшей форме, чем всего несколько месяцев назад. А вот российские, по их словам, выглядят хуже. Несмотря на изнурительные бои, украинские войска на большей части 600-мильного фронта продвигаются вперед. И командиры, и солдаты-ветераны говорят, что сейчас они находятся в лучшей форме, чем 6 или 12 месяцев назад. Если год назад мы вели оборонительные операции, и перед нами стояла задача сдерживать противника, то теперь у нас есть возможность наступать. Украинские офицеры практически всегда настроены оптимистично, пишет Нью-Йорк Таймс. Несмотря на то, что контрнаступление пока дает лишь смешанные результаты, а украинские войска, их продвижение тормозится плотными российскими минными полями и непрерывным огнем, они называют предыдущие периоды более тяжелыми, чем этот. Их оптимизм сдерживается в какой-то степени все более глубоким осознанием того, что война, скорее всего, продолжится еще как минимум, увы, тут пишется, пару лет. Но это так, это эмпирическое ощущение. Это только ощущение, это не расчет. Некоторые командиры даже говорят чуть ли не о перманентном состоянии конфликта. Не пугайтесь этим словом. Израиль находится в состоянии такого перманентного состояния конфликта со времен своего образования. И ничего, можно жить, если все делать с умом. Однако полковник, ну это выдуманная фамилия, наверняка Лысюк, и другие командиры, опрошенные в последние недели, отмечают ряд обнадеживающих изменений. Благодаря миллиардам долларов западной помощи их подразделения обучены и оснащены лучше, чем когда-либо. И дальше, что касается живой силы. Командиры украинские говорят, что они научились управлять подготовкой новых солдат, вновь прибывающих солдат и пополнять ряды даже в ходе военных действий. То есть как бы конвейер налажен, и практически каждое подразделение выросло в профессиональном и численном отношении. Батальоны превратились в бригады, а добровольческие отряды в официальные армейские подразделения. Более дальнобойная артиллерия, западная артиллерия, в частности кассетные боеприпасы, доказывают свою эффективность в уничтожении не только скоплений российских войск, но и российской бронетехники и артиллерийских систем.
цитата, «Они не могут подойти ближе к нам, иначе будут уничтожены». Даже если не удастся быстро отвоевать территорию, контрнаступление свидетельствует о смене перспектив в пользу Украины. Ну вот, господа, такая вот ситуация. То есть, как мы с вами осторожно предположили пару видео назад, если во всем разобраться, то мне больше всего нравится, что события развиваются не сумбурно, что все просчитано, что есть план. Его не объяснили всем, но, наверное, не было смысла. Кстати, тут говорится, тут вот еще цитату, еще последнюю приведу. Две успешные кампании, здесь имеется в виду, как выгнали орков с Харьковской области и как выгнали из Херсона. Так вот, эти две успешные кампании придали многим украинским солдатам и офицерам на фронте уверенность во всеобъемлющем плане генерала Залужного. Даже когда войска ВСУ подвергаются сильному огню, как это произошло с новыми бригадами, которых бросили в самом начале вперед, в самом начале контрнаступления. То есть есть всеобъемлющий план, и, как теперь пишут американские аналитики, это реальный план, он работает, он приносит свои результаты. Поэтому, господа, на этой высокой ноте я хотел бы закончить сегодняшнее видео. В следующем я вас познакомлю с другими приятными новостями. Доноры, основные доноры Республиканской партии Соединенных Штатов ищут замену Трампу, потому что считается, что он может выиграть праймерис среди республиканцев и стать кандидатом от республиканцев, но он в такой ситуации, что он продует Джо Байдену. Для того, чтобы этого не допустить, они ищут другие альтернативные фигуры. Поговорим об этом, это очень важно. Это важно для дальнейшего развития ситуации в Украине. Ну и поговорим о Китае. Это глобальное изменение ситуации, которое решает все, как говорил Петька Василию Ивановичу, в мировом масштабе. Это мы сейчас сделаем в следующем видео. А пока, дорогие друзья, слава Украине и вооруженным силам! Враг будет неизбежно разгромлен. Победа будет за нами. Мордор будет уничтожен, как когда-то был разрушен и уничтожен Карфаген. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, терпения. Терпение, мой друг, как говорил советский разведчик в фильме «Подвиг разведчика». И наша щетина свиная превратится в золото швейцарских банков. Всего вам доброго, дорогие друзья. Все будет хорошо. До новых встреч!